Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры с целью сэкономить вам средства. И сегодня я расскажу вам о очень странном смартфоне под неймингом OnePlus Nord 4CE Lite. Насколько он хорош, есть ли смысл в этой красоте, помимо, в принципе, неплохого дизайна, который лично мне нравится, вам, возможно, будет не нравиться. Здесь есть у нас и Type-C-шник, и мини-джек, и супербыстрая зарядка. Он реально у меня за 20 минут зарядился на 50%. Это очень быстро. Разумеется, здесь есть стерео. Помимо стерео есть полноценный Always On Display, NFC. И вроде бы все хорошо, но это именно вроде бы, потому что, несмотря на оболочку Oxygen OS, здесь слишком все скромно для 2024 за его деньги. Хотя, опять же, хотя бы не каплю добавили, а уже нормальный вырез под фронталку. Это самый, как я понимаю, дешевый смартфон у OnePlus на сегодняшний момент среди новых моделей. Не забудьте подписаться на канал с колоколом. Смотрим. Распаковка. Поставляется данная модель в коробке черного цвета с яркой надписью и логотипом компании в углу коробки, что для линейки Nord уже в принципе привычно. В комплект входит краткое руководство пользователя, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, мягкий силиконовый чехол, адаптер питания на 80 Вт. Будьте внимательны, потому что он не в самой коробке идет, а отдельно у меня, допустим, комплектом был, когда я покупал. Кому-то 100-ваттные даже приходят. Фирменный кабель для зарядки с USB-A на Type-C, ключ для извлечения гибридного слота под 2 нано-сим-карты или microSD и карту памяти с возможностью расширить память до 2 терабайт. Габариты SE4 Lite составляют 163 на 76 на 8,5 мм без блока камер, а вес всего 191 грамм. 7 обзоров в неделю выгружаю и ежемесячно разыгрываю по смартфону Poco X6 Pro. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на телеграм-канал скидок, этот YouTube-канал и оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, при том, что либо в описании своего канала, либо в комментарии указать свое имя в телеге. Конкурс работает только для YouTube и на YouTube. Присутствовать на розыгрышах, стримах не обязательно. Если вы победите, в телеграм-канале вам напишу лично. Все отправлю. В сообществе ВК все отзывы последних получивших подарки за последние 5 лет. Так что, кому интересно, смотрим в описании. Поставляется OnePlus Nord 4 SE Lite в синей и серой расцветке. Дизайн лично мне импонирует, так как выглядит она довольно аккуратно, за счет хорошего расположения различных элементов на корпусе. Тыльная часть выполнена из пластика, а рамка тоже из пластика. Качество материалов довольно хорошее, что можно сказать и про сбор. В одной руке держать достаточно комфортно его, грани прямые, из рук смартфон не выскальзывает. На корпусе расположили кнопку питания, качели регулировки громкости, и люфта у кнопок я не обнаружил. Далее есть разъем USB Type-C OTG версии 2.0, микрофоны, разъем под гибридный слот, мини-джек на 3,5 мм и стереодинамики, а вот ОТК-порта нет. Звучание в данной модели неплохое, но настроек для персонализации звука не особо много, да и есть заметный перекос по громкости между динамиками. Вибромотор не топорный, не сказал бы, что слабый. Как по мне, с учетом габаритов и веса смартфона, он хорош. Летим дальше. Смарт оснащен AMOLED-дисплеем на 6,68 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Экран плоский, рамки не громадные и вырез под фронтальную камеру небольшой. Плотность пикселей у него 394 ppi, цветовой охват 100% DCI-P3 и sRGB. Соотношение сторон 20 к 9, соотношение экрана к корпусу 92,2%, а частота обновления до 120 Гц. Тач на 480 Гц. Тест на частоту дискретизации касания выдал средний результат. Для повседневного использования сенсорный отклик хороший, но в играх он просто отвратный, как будто его нет. Скорее всего, процессор просто не вывозит. Экран без особых нареканий откликается на 10 касаний одновременно. По яркости на 100% яркости 900 люксов выдает. Сколько выдает в пике, вы сейчас видите. Что происходит с шимом, вы тоже видите. Если смотреть на Radix, все волшебно. Автоматическая регулировка яркости работает корректно и быстро. Полноценный Always On Display в наличии, в отличие от некоторых смартфонов Xiaomi, даже по 30 тысяч рублей, по 40 тоже. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает отлично, но не супер быстро, как вы прекрасно понимаете, это бюджетник. Завести можно до 5 отпечатков, один и тот же отпечаток завести нельзя. Распознавание лица работает стабильно хорошо, а внести биометрические данные можно только одного лица. Переходим дальше к самому ужасному. Процессор здесь установлен Qualcomm
Qualcomm Snapdragon 695 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами. И хотя он лучше, чем некоторые Huawei Puro с 7 нанометрами, во всяком случае по технологии, не по баллам Antutu, но все равно у него максимальная частота 2,2 ГГц, и это атовизм. Графический процессор Adreno 619, оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя память UFS 2.2 на 256 ГБ, система Oxygen OS 14 на базе Android 14 версии, разумеется, будут обновления. OnePlus Nord SE 4 Lite поддерживает Wi-Fi 5 серии, даже не 6, 5G сети, 4G сети и ниже. Все бенды у него на борту, поддержки eSIM, конечно же, нет. Датчик приближения у меня работал исправно, Bluetooth чип установлен в версии 5.1. Список аудиокодеков вы видите на экране, их много. CE 4 Lite поддерживает NFC, MirPay и встает он без проблем. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров, что стандартно для Qualcomm, но отмечу, что GPS данной модели однодиапазонный, что значительно хуже, чем двухдиапазонный. Емкость аккумулятора 5500 мАч. В PC-марке он выдал довольно скромные 9 часов и 8 минут, что для бюджетника не очень хорошо. Work Performance 7500, что нереально мало. И Smart поддерживают максимальную мощность зарядки до 80 Вт, заряжаются от 0 до сотки за где-то 50 минут. За 20 минут он у меня зарядился на 50%, и за 30 минут реально на 76% зарядился, обещают 80%, то есть очень быстрая зарядка. Но беспроводной зарядки, разумеется, нет, как и реверсивной. В эти деньги у подобных брендов ее не бывает, только у третьего эшелона. За час просмотра роликов на YouTube уходит всего 2% заряда, в играх уходит в среднем 12-15, смотрите прожарку, но все висит, в Wreckfest висит, PUBG не дает 90 FPS никак, там еле-еле 60 еще подвисает при загрузке, помимо этого даже включен игровой режим, если брать во что можно поиграть, в Diablo на минималках все равно будет подтормаживать, в Лигу Легенд тоже будет подтормаживать, поиграть в него вообще не радость. Перейдем к тестам. Результат прогонки в тротлинг тесте выдал 207 гипсов минимум, 224 в среднем и 232 гипса максимум. Тест я проводил на 60 минут при 100 потоках. Все данные, 3D марки и все остальное вы видите на экране. В Antutu он выдает, к сожалению, для него и для нас очень печальные по нынешним меркам 480 тысяч баллов, и это ни в какие ворота не лезет. То есть это реально тормознутый бюджетный смартфон. В оболочке пока не тормозит, но легкие лаги встречаются. В принципе, даже лагами не назвать обычный бюджетный смартфон. Переходим к камерам. Основной сенсор Sony LEED 600 на 50 мегапикселей с фокусным расстоянием 25 мм, апертура 1.8 и оптостабом и максимальным разрешением для записи видео с основного сенсора 1080p 30 fps. Также есть дополнительный сенсор глубины на 2 мегапикселя с апертурой 2.4, вспышка с двумя светодиодами, зум здесь цифровой. С фронта же установлен на 16 мегапикселей сенсор с фиксированным фокусом и апертурой 2.4. Максимальное разрешение для съемки видео у фронтального сенсора 1080p 30 fps. Короткий пример вы сейчас увидите. Исходники, повторяюсь, фото-видео скачивайте в моей личной телеге, как и для всех смартфонов, которые обозреваю на этом канале. 1080p 30 fps, и я думаю, что вряд ли вы вообще где-то найдете подобного рода сравнения. Почему? Потому что и тот, и другой смартфон ультрабюджетники, прям ультра-гипер. При том, что OnePlus, он дороже, но почему-то, по мне, у него картинка еще хуже. Заметьте, кстати, по углу. То есть, насколько больше берет Poco. Очень интересно. Очень странно и очень интересно. Но это не важно. Вот так вы сможете снимать на эти два смартфона. Напоминаю, что таким образом, с такими примерами, YouTube считает, что у меня плохого качества ролик, с одной стороны. С другой стороны, вы хотя бы видите, как в сравнении эти два аппарата будут отрабатывать ночью. Стабилизация, разумеется, 0, 1080p 30 fps, но, как говорится, минуты достаточно. Ультрашириков здесь нет. Также с конем этим бедным 1080p 30 fps на фронталку, но хочу отметить, что плюс в чем? Вы можете открыть средняков каких-нибудь или флагманы, я всегда в одних и тех же локациях противных тестирую устройства, и можете оценить, насколько хорошо тот или иной смартфон справлялся в таких же условиях, потому что, к слову, вот в такой, допустим, позиции, когда тебе в линзу бьет свет ночью, некоторые флагманы не особо хорошо справляются, мягко сказано, примерно на том же уровне. Так что вот так примерно вы сможете снимать себя на эти смартфоны. Ну и 1080p 30 fps в руках, в чехлах, максимально неприятной обстановке. Разумеется,
принципе, вы ни на что адекватно не снимете ночью. Но, с другой стороны, можете сравнить, во всяком случае. Давайте иксы еще ночью для веселья. Вот X10 максимум, X6 максимум. X6 максимум на Poco, X10 максимум на OnePlus. В принципе, плюс-минус одна и та же история. Ну и съемка на две фронталки, 1080p 30 fps. Вот так примерно сможете снимать себя ночью на фоне вот этих вот кафешек. И к чему это? Мне очень хочется посмотреть, что в итоге. Потому что в итоге, наверное, должно быть что-то лучше. Так, очень надеюсь, что за вот эту вот музыку, которую я буду перекрикивать, мне не закинутся бан. Может закинуть. Но, скорее всего, нет, не успел. Вот, кстати, молнии. И буквально 10 секунд на проигрыш, чтобы его не было слышно. Так, буду с вами честен, Poco M6 тормозит намного серьезнее, чем OnePlus, но опять же стоимость у него в 2 раза ниже. Вот так вы сможете снимать днем, опять же вечером, но солнца все еще достаточно для того, чтобы оценить, насколько хорошо кто снимает. И вот так вы сможете снимать пейзажи. Разумеется, стабилизация никакая у обоих устройств, у кого-то более никакая, у кого-то менее никакая, но в целом никакая. Если говорить про фронталку, динамический диапазон у всех печален, но намного более печален по мне у Poco. Может быть, я не прав, может быть, у вас другой взгляд, потому что вы уже видите итог, но я вот позади здания, допустим, на OnePlus хоть как-то вижу, у Poco не вижу вообще никак. Ну что, 1080p 30 fps, последний заход по съемке, днем снимает все плюс-минус приятно, поэтому вот сейчас заход солнца, рассеянный свет, все максимально комфортно, то есть никаких там лишних источников освещения, ничего, все по фэншую. И вот так вы сможете снимать на эти два смартфона при необходимости в различных условиях обстановки днем. Вообще мне дневное видео и фото не особо интересно, я думаю, как и большинству пользователей. Почему? Потому что все снимает более-менее нормально. Ну, у Poco лютейшая просто тряска от стабилизатора с одной стороны, с другой стороны местами динамический диапазон отрабатывает лучше. Если встать, да, тоже Poco колбасит больше, опять же, может быть, в исходнике видео будет как-то по-другому, но пока вот так. Если говорить о фронталке, вот так вы сможете себя снимать на фронталку, насколько корректно, хорошо, удобно, комфортно, приятно для вашего глаза. Пишите. Ну, здесь по мне OnePlus тоже ушатывает по полной программе Poco, что неудивительно, учитывая, что он в 2 с лишним раза на данный момент дороже. И еще мне кажется, что он пишет звук с запозданием, так же как кружки. Возможно, я не прав, возможно, в итоговом ролике будет все хорошо, но на данный момент вот так все печальненько. Опять же, все относительно. Как говорится, самый интересный для меня тест, и я думаю, для вас тоже, это тест съемки видео в лифте. Вот сейчас 5 секунд. Настроим, хотя бы 10 секунд вы увидите, как это дело снимает. И, как говорится, все встанет на свои места. Почему? Потому что здесь видны шумы, здесь видно, кто как справляется с динамическим диапазоном, здесь виден угол очень хорошо. Вы видите, какой смартфон, сколько захватывает. И теперь становится понятно, почему у Норда лучше стабилизация, потому что он кропает картинку. С другой стороны, рядовому пользователю намного удобнее, если сам смартфон кропает картинку для стабилизации, чем понятно, что сенсоры, все это не важно. Важна вот итоговая картинка, которая вас может либо устроить, либо нет. Ну и как всегда по фэншую, без сравнений, если вот так вы сможете снимать себя на OnePlus. Надо посмотреть в ролике, скажу, сколько ориентировочная стоимость этого устройства была. Но он, кстати, запускает камеру почему-то дольше, чем Poco. И это довольно странно. Может быть, еще не разогрелся, хотя все обновы установлены, и по идее должен быть полный банкет. Но в итоге банкет, как говорится, не получается. Сейчас новая версия установлена еще раз. Что? Очень странные дела. Короче, пока он живет своей жизнью, вот чуть позже, наверное, будут примеры получше. Это основной модуль 1080p 30 fps, тоже без сравнений. Проверяем автофокус.
в движении еще при этом. Вот смотрите, бюджетники уже без каплей и, в принципе, неплохо справляются, даже ночью. Даже в мракобесных условиях они что-то там вам снять могут. Так, абсолютно нелогичная идея, это попытка снять ночью в 1080p 30 fps на OnePlus. Но, во всяком случае, будете видеть, вдруг кто-то решит ночью. Кстати, 30 fps это хорошо для съемки. Вот 1080p не очень хорошо. И как он работает со светом, как со звуком, опять же, он у меня фактически прям на лице сейчас, этот смартфон, можете, как говорится, оценить. По мне, все очень даже неплохо. Надеюсь, что у меня тормоза не будут отказывать. Но повторяюсь, что подобная съемка, она в принципе с чего угодно бесполезна. Даже GoPro, они так себе снимают. У меня были эксперименты на канале, можете посмотреть. Что, съемка стандартно кофе, давно не снимал уже для примеров. Разумеется, это максимальное разрешение. 6 секунд, 7, 8, 9, 10. Жду кофе. Ну что, по звуку, вроде бы кофе сейчас должен пойти. Ждем. Я, кстати, специально покупал вот эту кофеварку для подсъема когда-то. Потому что все-таки не дешевая для меня. Все пошло, пошло, пошло. То есть даже в 1080p 30 fps на экране, кстати, выглядит очень даже потребно. Если вы смотрите теперь не на телевизоре, а на смартфоне, напоминаю, что я советую вам установить какие-нибудь программы, которые помогут вам, вашему интернету работать быстрее, я думаю, вы догадываетесь. И тогда вы сможете на больших экранах оценивать, насколько хорошо качество этого видео. Если вы смотрите на ВК, данное видео, знайте, что оно сжато относительно ютубовского оригинала ВКшниками, ну, раза в 4. То есть то, что вы видите, если смотрите примеры, это реально убожество, и смарт снимает лучше. С другой стороны, главное снимает, как говорится. Вот так вы сможете снимать на данный смартфон кофе. Дневная съемка. И, кстати, если говорить про дневную съемку, при нормальном освещении, баланс белого у него скачет капитально, фризит капитально. То есть, если остановить и снимать что-то, это еще полбеды. Но если не останавливать и снимать непрерывно, это, конечно, печаль. С другой стороны, вот сейчас я не помогаю его фокусу. Вот так работает автофокус в режиме реального использования. То есть, игрушку он не видит. Если ему помочь... Помогаю. С другой стороны, он против солнца снимает, но не будем его оправдывать. Он никак не может поймать... Все. Поймал игрушку. Такие элементарные тесты, но, к сожалению, смарт их очень часто проваливает. Очень часто. Разумеется, если предметы недалеко, как говорится, требовалось доказать, отрабатывает все неплохо. Но... Если вы снимаете, опять же, тот же пейзаж, то это мыло мыльное, печаль печальная. Вот смотрите, автофокус не отрабатывает на фигурке. Вообще никак. Если отодвинуть, то да, чуть-чуть. Баланс белого прыгает. Но, опять же, если бы это был какой-нибудь смартфон за 10 тысяч, я бы говорил, вау, все круто. А вот у OnePlus, к сожалению, так сказать не могу. Будете снимать предметы без дополнительного освещения, допустим, или противную лампу, опять же, без отваленного освещения, то примерно вот так все будет выглядеть. И пример фронтальной съемки вечером. Закат. Видите закат? А он есть. Пример на вечерней съемки. Вот там закат, то, что на фронталке вы не видели. Я, кстати, могу туда тыкнуть пальцем. И вот, видите, он экспозицию подберет так, чтобы вы видели закат. Но будет постоянно скидывать ее, потому что сенсору тяжело. Вот так сможете снимать уже в режиме, когда солнце заходит. В режиме захода. Закат.
Минусы: нет АК-порта, старенький Bluetooth чип, мало производительности. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео и ужаснуться. Я скажу вам, за какие бы деньги я бы его гипотетически смог бы рассмотреть к покупке. Но во всех остальных случаях, как всегда в ультрабюджетниках от OnePlus, пока они не дропнут цену чуть ли не в 2 раза, я вообще ничего не понял. Неужели у них кто-то покупает в эти деньги? Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, этим вы очень сильно поможете проекту. И если будете смотреть цены, не забывайте отключать 3 буквы в программку, потому что иначе вас будет на другие сайты выкидывать. И резюмировать я бы хотел довольно просто. В первую очередь спасибо, что смотрите, и по моей статистике вся аудитория, что и была, у YouTube она и осталась. Огромное спасибо от всего сообщества. Почему? Потому что YouTube хотя бы не режет качество, как другие платформы. И те примеры видео, что вы видите здесь, они реально. Можете сравнить. Я, допустим, Sony недавно делал на Mark 6 обзор и выгрузил его в разные платформы. Вот на других платформах без слез не взглянешь. На YouTube качество приближенное реально к тому, что я снимал, к исходнику видео. Если говорить об этом OnePlus, вообще непонятно для кого он, для чего он, потому что 1080p 30 fps это ни в какие ворота, ценник у него в 2 раза выше, чем мой M6, и барабанная дробь и вопрос дня, сколько он должен стоить. Наверное, с этой супер быстрой зарядкой, довольно неплохим экраном и, наверное, с программным обеспечением от OnePlus, чтобы просто его попробовать, с абсолютным нулем в плане возможностей игр, то есть вы можете в карты какие-нибудь там поиграть, не знаю, и все. Ну, может, в Лигу Легенд и чуть-чуть в Диабло, но бродилки нормальные из разряда PUBG, это будет просто лютейшая боль. Учитывая, что у него довольно приличный шим, помимо этого еще море каких-то маленьких вещей, но я думаю, $150, 160 это предел для фанатов Palace как второй смартфон, либо как смартфон для того, чтобы понять, интересен тебе в принципе Oxygen OS или нет. Во всех остальных историях, даже не имея 500 тысяч баллов в Antutu, с мертворожденным процессором, он слишком слабый для 2024 года, для этого ПО. Ему как раз Android 12 версии, как у Huawei, подошел бы. Напоминаю, что чем сложнее система, тем больше она требует ресурсов. Поэтому вам решать, интересно ли вам такое, пишите в комментах. Я понятия не имею, как я буду подобное продавать, потому что, ну, и правда, это супер бюджетник. Просто от OnePlus, как бы элитный супер бюджетник. Может быть, кто-то для себя его выбрал, за какие деньги вы его, может быть, приобрели, либо рассмотрели бы. Напишите, но не пишите 5000, потому что все-таки он неплохой, но даже не CMF. То есть CMF это buy nothing в моем понимании. Carl Pei это OnePlus. И мне кажется, что разработки, наработки оповские, когда OnePlus объединили с этими, слишком все похоже. Но даже CMF с его сменяющейся крышкой, без NFC-шного модуля, он какими-то моментами, ну, в конце концов, интереснее выглядит. А вот это вот дело Актолия, Магнолия, я говорю, я не понял. Но как всегда, потому что у меня с бюджетниками проблема, просто когда бюджетники из разряда Poco M6 какого-нибудь за десятку, это одна история, или M6 Pro за 13, а вот это очень жестко. Не забываем отключать 3 буквы, когда смотрите какие ценники, потому что вас будет кидать иначе на те сайты. Подписывайтесь на канал с колоколом, пишите, интересны ли вам обзоры на подобные железяки. Я его купил, мне повезло, что мне его хотя бы с зарядником послали. Чехол был, кстати, изначально поломан. Такой вот у меня сторителлинг, как я недавно с одним блогером разговаривал, он говорил, кому нужно твое, купил, продал, ты эмоции рассказывай. Вот у меня такие эмоции от купил-продал. Добра и удачи вам, дорогие друзья!